Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Сегодня мы будем с вами вязать спицами. Я подготовила для вас наглядный попетельный мастер-класс специально для начинающих вязальщиц. Будем с вами вязать очень интересный узор. Вяжется увлекательно, быстро, не очень сложно. Мне кажется, вам понравится. Берите нитки и будем с вами вязать вот такой красивый узор. Вот так интересно смотрится узор с лицевой стороны. Посмотрите, какой он объемный, рельефный, в меру ажурный. Идеальный вариант для вязания жакета, жилет, можно связать кардиган, пальто. Как летний вариант, так и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. И хорошо будет смотреться, если вы свяжете плед, снуд, шарф, берет. Берет получится у вас объемный, либо шапка. Идеальный вариант для девушек и женщин, у которых круглое, либо полное лицо. Может быть, вы этим узором уже вязали. Если у вас связаны вещи, тогда напишите нам в комментариях, что вы вязали. Как применяли этот узор, в каких изделиях и что конкретно связали. Напишите нам будет очень интересно. Образец узора вяжу из пряжи Суперлана Мидия от Alize. 170 метров в 100 граммах. Цвет 208, состав 75% акрил, 25% шерсть. Производитель рекомендует вязать спицами номер 5-7. Я выбрала для вязания спицы от Knit Pro из набора размер спиц 5. Вот у меня такой есть классный набор. Здесь 8 пар спиц со съемными лесками. Ссылки на пряжу и на спицы оставлю в описании под этим видео. Можете пройти по ссылкам, посмотреть цены. Данный вид узора вяжется прекрасно прямыми и обратными рядами и по кругу. Мы с вами будем вязать прямыми и обратными рядами. А как вяжется узор по кругу, смотрите мою статью на моем втором канале. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Распишу вам два способа вязания: по кругу и обратными рядами. Для вязания узора прямыми и обратными рядами набираем количество петель кратное 5 плюс 3 петли для симметрии узора плюс 2 кромочных. Получается общее количество петель 25. Если будете вязать узор по кругу, то количество петель должно быть кратное 5. Так как при вязании первого ряда мы задействуем 2 предыдущих ряда, необходимо набрать на спицы 25 петель и связать либо 3-4 ряда лицевой гладью, изнаночной, или вы можете связать резинку 1 на 1, либо 2 на 2. Я связала 4 ряда, резинка 1 на 1. Резинка 1 на 1 – это раппорт из 2 петель, когда мы вяжем одну петлю изнаночной, другую петлю лицевой. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаю, не провязывая. 3 изнаночных. С 3 изнаночных начинается раппорт. Сейчас необходимо нам вытянуть петлю. Смотрите, как мы это делаем. Отсчитываем 2 протяжки. Вот первая протяжка между петлями, вторая. Ввожу правую спицу под вторую протяжку между петлями. У меня здесь изнаночная и лицевая. Захватываю рабочую нить, вытягиваю петлю и переношу ее на правую спицу. 2 лицевых. 1, 2 за задние стенки. Еще одну вытянутую петлю вяжем. Значит, 1 протяжка, 2. Вот ввожу правую спицу под вторую протяжку, вытягиваю при помощи рабочей нити петлю, переношу ее на правую спицу. Связали с вами один раппорт. В раппорт узора входит 3 изнаночных, первая вытянутая петля,
2 лицевых я провязала за задней стенки, вторая вытянутая петля. Вот эти все петли входят в основу раппорта. Продолжаем вязать и повторять второй раппорт. Раппорт начинается у нас с 3 изнаночных. Первая, вторая, третья. Вяжем вытянутую петлю. Раз протяжка, 2. Ввожу спицу под вторую протяжку между петлями. Вытягиваю петлю, переношу на правую спицу. 2 лицевых за задние стенки. Раз, 2. Вяжем вторую вытянутую петлю. Первая протяжка, вторая. Захватываю рабочую нить, вытягиваю петлю, оставляю ее на правой спице. Все, связали с вами 2 раппорта, вяжем третий. Раппорт начинается всегда с 3 изнаночных. Вытягиваем петлю. Две лицевых за задние стенки. И после второй протяжки, вот первая, вторая, между петлями, у меня здесь изнаночная лицевая, вытягиваю вторую вытянутую петлю. Все. Следующий раппорт давайте еще свяжем. Вместе 3 изнаночных. Вытягиваем петлю. Первая протяжка, вторая. 2 лицевых за задние стенки. Первая, вторая. И вяжем вторую вытянутую петлю. Раз протяжка, 2. Вытягиваем петлю. Все, связали с вами 4 раппорта. Так как мы вяжем узор прямыми и обратными рядами, провязываем 3 петли изнаночными петлями для симметрии узора. И кромочную петлю провязываю также изнаночной. То есть в конце первого ряда у нас связано 4 изнаночных. Вяжем второй ряд. Кромочную снимаю. Там, где у нас 3 лицевых, вяжем вот эти 3 петли изнаночными. Первая изнаночная, вторая, третья. Вытянутая петля. Мы ее снимаем, не провязывая, а петлю, то есть нить рабочую оставляем перед работой. Вот так. Просто перекидываю петлю с левой спицы на правую. 2 петли провязываем изнаночной. Раз изнаночная, вторая изнаночная. Вторая вытянутая петля, мы, значит, ее перекидываем с левой спицы на правую, а нить рабочую оставляем перед работой. Все, связали с вами раппорт. Продолжаем вязать второй раппорт. Там, где у нас 3 лицевых, мы вяжем 3 изнаночных. Раз, 2, 3. Первую вытянутую петлю переснимаем с левой спицы на правую, при этом нить оставляем перед работой. 2 изнаночных. Значит, первая изнаночная, вторая изнаночная. Вторая вытянутая петля. Опять же мы нить оставляем перед работой. Петлю переснимаем с левой спицы на правую. Связали 2 раппорта. Вяжем третий. 3 изнаночных. Переснимаем вытянутую петлю с левой спицы на правую, нить перед работой. 2 изнаночных. Переснимаем вытянутую петлю с левой спицы на правую, нить перед работой. Связали раппорт. Вяжем следующий раппорт. 3 изнаночных. Нить перед работой, переснимаем вытянутую петлю с левой спицы на правую, не провязывая. 2 изнаночных. Переснимаем петлю с левой спицы на правую, не провязывая нить перед работой. Заканчиваем ряд, вяжем 3 петли изнаночными петлями, а кромочную тоже провязываем изнаночной петлей. И у нас в конце ряда с вами 4 изнаночных. Третий ряд кромочную снимаю, не провязывая. 3 лицевых.
Вот эти 3 лицевых мы провязываем изнаночными петлями. Первая изнаночная, вторая, третья. Сейчас мы будем работать с 4 вот этими петлями. Мы их вместе сначала провязываем за заднюю стенку. Вот так вот. Ввожу спицу правую под все петли, сзади вытягиваю рабочую нить. Одну лицевую связали за задние стенки. Теперь нам необходимо связать 4 вот эти петли вместе, но за передние стенки. Вот таким образом я ввожу спицу слева направо. Необходимо захватить вот рабочую нить, ее вытянуть через 4 петли. Все, протянули. И у нас получилось с вами вот такой раппорт. Узор, где 3 изнаночных, 2 лицевых. Повторяем вязать раппорт. Опять 3 изнаночных. 1, 2, 3. Теперь 4 петли мы вяжем сначала вместе за задние стенки. Получается у нас 1 лицевая. Оставляем вот эти 4 петли на спице. И вот покажу вам еще один способ. Беру свой любимый инструмент крючок. У меня размер 3,5. Так будет вязаться быстрее и проще. Ввожу опять же слева направо под петли, захватываю рабочую нить, вытягиваю. И посмотрите, без труда и мучений особых связали вторую петлю. Повторяем раппорт. 3 изнаночных. Провязываем 4 вместе лицевой сначала за задние стенки. Петли при этом не сбрасываем. Теперь провязываем за передние стенки. Спицу вводим слева направо под петли. Вот так вот. Захватываем рабочую нить и ее вытягиваем через все 4 петли. Так как это спицами не очень удобно делать, я выбираю легкий, простой способ. Крючок нам в помощь. Все, связали раппорт, продолжаем вязать. 3 изнаночных, 4 петли вместе сначала за задние стенки. При этом мы связали с вами 1 лицевую, оставляем на спицах вот эту петлю и вяжем за передние стенки 4 вместе. Все, теперь можно вот эти петли сбросить. Заканчиваем ряд, провязываем 3 петли изнаночными петлями и кромочную изнаночной. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Мы связали с вами 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. Самый простой быстрый ряд это 4. Кромочную снимаем и все петли вяжем изнаночными. Крайнюю кромочную также провязываем и изнаночной петлей. Я буду вязать за кадром. Все, связали с вами 1 раппорт узора в высоту, 4 раппорта в ширину. Для того, чтобы продолжить вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания первого ряда и вяжите вместе со мной с 1 по 4 ряд включительно. Я хочу вам предложить сейчас связать 5 ряд. Я его буду вязать точно так же, как 1. Давайте свяжем вместе. 5 ряд это 1 ряд 2 раппорта. Кромочную снимаю. Раппорт начинается с 3 изнаночных. 1, 2, 3. Вытягиваем петли. При этом спускаемся на 2 протяжки. Вот первая протяжка, вторая. Ввожу правую спицу под 2 протяжки, вытягиваю петлю
переношу ее на правую спицу. 2 лицевых. 1, 2. Вторая вытянутая петля у нас вяжется. Вот первая протяжка, вторая. Ввожу правую спицу под вторую протяжку, вытягиваю петлю. Все, связали с вами первый раппорт. Следующий раппорт опять же начинается с 3 изнаночных. Вытягиваем петлю. Ввожу спицу под вторую протяжку, первая, вторая. Вытягиваю нить, переношу на правую спицу, не провязывая. 2 лицевых за задние стенки. Вторая вытянутая петля. Опять же спускаемся. 1 протяжка, 2. Ввожу спицу правую под вторую протяжку, вытягиваю нить. Оставляю ее на правой спице, при этом не провязывая. Следующий раппорт. Раппорт всегда начинается с 3 изнаночных. Вяжем первую вытянутую петлю. Опускаемся ниже под вторую протяжку, захватываю рабочую нить, вытягиваю петлю вытянутую, оставляю на спице на правой. 2 лицевых за задние стенки. Вяжем вторую вытянутую петлю. Под вторую протяжку опускаемся, вытягиваем нить. Все, связали раппорт. Следующий раппорт с 3 изнаночных начинается. Спускаемся ниже. После второй протяжки вытягиваем рабочую нить. Получается у нас вытянутая петля. 2 лицевых за задние стенки. Вяжем вторую вытянутую нить. Вытягиваем после второй протяжки. Заканчиваем. Закончили вязать раппорт и вяжем 3 петли для симметрии узора изнаночными. 3 изнаночных, кромочную провязываем изнаночной. Все, связали с вами первый ряд второго раппорта. Далее вы можете перемотать видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной, все время повторяя 2, 3, 4, 5. Я буду вязать за кадром и посмотрим, что у меня получилось. Связала я образец узора. Это лицевая сторона, изнаночная сторона. Надеюсь, у вас все получилось и вам узор понравился. Благодарю, что досмотрели видео до конца. Вяжите вместе с нами. Я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами завтра на очередном мастер-классе. С вами была Елена Армина. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.